Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 1960 года рождения, дата исследования 21 апреля 2023 года, область исследования органы брюшной полости и забрюшинного пространства, печень, положение и форма обычные, КРТ 197 мм, КРТ 82 мм. МР структура печени однородна, очаги патологического сигнала не выявлены, контуры четкие, ровные. Структура паренхимы однородная, диаметр портальной вены 12 мм, структуры ворот печени дифференцированы, внутрипеченочные желчные протоки не расширены, холедах прослеживается на всем протяжении, не расширен, до 5 мм, структура в его просвете однородная, желчный пузырь обычных размеров, формы и положения, МР признаки наличия конкрементов не выявлены, поджелудочное железо не увеличено, контуры четкие, ровные. МР структура поджелудочной железы однородна, очаги патологического сигнала не выявлены. Парапанкреатическая клетчатка дифференцирована, интактна, Вирсунгов проток 2 мм. Селезенка расположена обычно, правильной формы, в размерах не увеличена. Надпочечник справа обычного размера и формы, в левом липома размером 26 на 20 на 26 мм, с капсулой, ровными четкими контурами. Правая почка, размером 125 на 55 на 58 мм, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка фиброзно изменена, правый мочеточник не расширен, МР признаки наличия конкрементов не выявлены. В паренхиме нижнего сегмента визуализируется неоднородное гиперваскулярное образование размером 35 на 31 на 28 мм, с признаками инвазии в окружающую жировую клетчатку на глубину до 12 мм. Также в паренхиме визуализируются единичные простые кисты диаметром до 9 мм. Левая почка, размером 117 на 63 на 57 мм, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, сосудистая ножка не изменена, паранефральная клетчатка фиброзно изменена, левый мочеточник не расширен, МР признаки наличия конкрементов не выявлены. Заключение МР картина образования правой почки. Кисты правой почки Босниак-1, гипотомегалии. Рекомендована консультация онколога. 30 апреля 2023 года М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: в нижней половине правой почки видна достаточно крупная опухоль, которая требует консультации онколога для определения дальнейшей тактики лечения. Также имеет смысл сделать КТ органов грудной клетки, для исключения метастазов. В остальном в животе ничего критичного нет. Вопрос пациентки: то есть правильно ли я поняла, необходима консультация онколога, а также сделать и показать ему КТ органов грудной клетки для исключения метастазов? Ответ к М.Н. Котова М.А. Да, именно так. Вопрос пациентки: наверное, уже не важно, какого числа попаду на прием к онкологу и сделаю КТ, но как ускорить этот процесс, не подскажете? А то везде в порядке общей очереди. Может, есть способ ускорить этот процесс? Есть же положение, что к онкологу должны предоставить прием в течение 5 дней. Ответ к М.Н. Котова М.А. Тут не могу подсказать, зависит все от места жительства. У нас КТ-ОК стоит 3120 рублей.